Ticket to the moon, ticket to the moon. Друзья, с вами Фавионыч, и мы сегодня с обводного. У нас сегодня Ticket to the moon. Вот такой сегодня у нас выпуск. А у нас сегодня выпуск стрит-фотографий, друзья. Так что смотрим, участвуем. Друзья, привет, с вами Фавионыч. И мы сегодня на обводном канале, рядом с огромным газгольдером. Мы сегодня будем снимать стрит в разных условиях. Здесь много кирпичных старых зданий, в том числе трубы с растениями, вот такие вот лодки всякие разные. Ну, в общем, попробуем что-то сегодня сделать. Сразу хочу сказать, друзья, что здесь дикая загазованность, запах газа ужасный, несмотря на то, что сейчас попрохладнее стало, но ходить здесь очень тяжело, машин огромное количество. Ну и туристы тоже встречаются, которые ищут. Только что девушка искала с Павловского посада Люмьер Холл. Ну, как раз он здесь находится. Это большой такой планетарий, который сделали из бывшего газгольдера. Весьма интересное место, кстати, друзья, вам скажу. Такой здесь атриум здесь сделан и для детей. И можно посидеть в прохладе, если жарко совсем. Такое место для посещения. Ну и для фотографий, конечно, тоже. Да, место специфичное. Я бы так сказал. Всякие есть кафешки. Здесь сделают деревянные настилы. Но интерес, конечно, в первую очередь представляет само здание. Самый большой газгольдер вот на водном канале. Его превратили в планетарий. Меня привлек, друзья, интересный объект, который, вы знаете, что я занимаюсь стритом необычным, но ищу какие-то необычные фоны. И кто смотрит мои выпуски, знает, как я выбираю эти объекты. Соответственно, камера у меня сегодня наготове. И сегодня у меня, видите, какой вариант. Это как раз вариант тот, который я сделал специально для стрита. С помощью вот такого видоискателя, в котором замечательно все можно кадрировать. Искал я, друзья, и нашел локацию. Ну, соответственно, объект сразу же появился, вошел. Я только-только успел достать камеру. Ну, я уже этому не удивляюсь, поскольку для того, чтобы понять вообще, как это происходит, процесс фотографии, смотрите видео Фавионыча, узнаете, как объекты сами будут появляться в вашем кадре. Главное, чтобы вы готовы были к этому. Ну, вот это место, собственно говоря, мы сейчас через него пройдем. Я думаю, что может быть какой-то еще необычный ракурс. Ну, пропустить достаточно сложно, друзья. Рядом салон BMW. Тоже имеет отношение к авиации. Ну, конечно же, красота. В общем, место здесь есть такое необычное. Это железнодорожный мост, через который едут поезда на Московский вокзал. И я, проезжая на машине, всегда делал работы, фотографировал эту узорную конструкцию. Но сегодня у меня получилось снять это в таком варианте, в пешем. Потому что пешеходный вариант гораздо интересней. Иногда можете какие-то интересные ракурсы найти с мостом. Спортом занимаются. Если, кстати, свернуть здесь во двор, несмотря на то, что стоит шлагбаум, здесь можно пройти и сократить путь, попав сразу же в парк. Парк, где он называется Багратионовский. Там очень интересные, красивые деревья. Вот он, смотрит, уезжает в парке. И сейчас посмотрим, здесь достаточно много людей. Сегодня отличная погода, прохладненько, ветерочек. Так что немножко посидим, может быть, какой-то стрит сделаем в парке. Прогуливаясь по этому парку, я увидел интересную издалека скульптуру и стал искать сразу же ракурсы. Это вот такая большая железная роза, она уже проржавевшая. Но интересно было в том, что в кадре здесь находились ребенок и мать. И здесь вот гидрант, в которого льется вода. Гидрант используется для туалетов, которые находятся сзади. Но в таких случаях всегда важно выбрать ракурс. Вы знаете об этом. Мы как раз поговорили с женщиной о том, что детей снимать вроде не принято, во-первых. Во-вторых, постановочные кадры никогда не интересны. Поэтому из тех кадров, которые я сделал, я постараюсь выбрать наиболее нейтральный. Но, тем не менее, я отношу это к арту. Только что посмотрел на эти статуи. Мне показались они абсолютно ужасно сделаны из такого бетона сумасшедшего. В общем, не знаю, я что-то как-то вообще не впечатлился.
Да и, собственно, ох, какое кресло. Нашел кресло тут интересное. Ну, кадры сами появляются, так что сегодня мы будем снимать то, что попало интересно. Да, вот с этой точки как раз я делал снимки зимой, вот этой части с птицами. Но сегодня лето, и я уже отправляюсь в метро Звенигородская, Пушкинская, и поеду в свой район. Попробую там что-то придумать тоже.